Давай в следующий раз вот этого новостника удалим и будем сами новости искать. Он, значит, пьяный, с 3 проститутками. Сразу видно, в политику идет. Что тебе вечно то про секс, то проститутки, то кокаин, но что происходит вообще? А никому сейчас больше ничего не интересно, Глеб. 1,5 часа, вот такой какой-то вакханалий, просто филиал ада на земле. Кто понравился больше вам? Владимир, Глеб, блокчейн, получается. На этой ноте, я считаю, можно сделать паузу и обдумать. Ну что же, наконец-таки 17-й выпуск. Как мы его ждали после 16-го, 17-й выпуск. Как же это неожиданно, что наша передача продолжается. Продолжает раздражать этих ребят в комментариях. Особенное внимание я хотел бы уделить Валерочке. Валера, I love you. Я хочу от тебя детей, мой дорогой человек. Просто, если бы не ты, если бы не этот в комментариях, то, наверное, скорее всего, 18-го выпуска и не было бы. Но мы нашли бюджет еще на 2 съемки. Ты потрох! С вами Владимир Носов, Глеб Ушаков и самые актуальные новости криптовалюты финансов сегодня. А мы, может быть, еще что-нибудь и добавим от себя. Поехали! Заставочка. Я думаю, еще один. Вадим, давай еще один. Это мне кажется. Давай еще один, еще один. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай. Министр финансов Франции не доверяет криптовалютам. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, кстати, о нем уже было. Был. Который однажды сказал, что токен проекта Facebook Libra может поставить под угрозу денежный суверенитет государств, заявил в Твиттере, что некоторые криптовалюты не только связаны с отмыванием денег, но и с покупкой наркотиков и оружия. При этом он добавил, что не ставит под сомнение надежность и отслеживаемость всей технологии блокчейн. Я отвечаю, ну вот обиженка, ну правильно ж? Ну обиженка. Обиженка. Вот, по-любому была какая-то такая ситуация, он, значит, пьяный, с 3 проститутками, вываливается из борделя ночью. Его охранник, точнее, выводит. Как это? И он его... В Париже. Мулен Руж. Из Мулен Ружа вываливается. Мулен Руж не бордель. Но он-то с заднего хода зашел. Вываливает. Его выводят охранники. Он говорит охраннику: послушай меня сюда! Я министр финансов! Он так говорит. Слюни летят. Да, вот так и говорит ему. Садится в такси. Уже, знаешь, такое, ну как... Такси. Очень... Я, кстати, почему-то представляю в роли министра финансов тебя. Ну, спасибо. Точно, это ты. Бруно Ле Ты Мэр. такой сидишь, понял, в такси на заднем сиденье, у тебя как Ну, обычно... вот так вот сижу, как так обычно, да, как обычно это бывает, у тебя 3 часа ночи, у тебя уже чуть капает слюна, вот так вот. Ты так вот сидишь и говоришь: я хочу наркотиков и оружия купить за криптовалюты. Ты, Ваши. таксист. Говорит: я понимаю, я приношу Месье извинения. министер. Я приношу извинения, но, к сожалению, поздний час, и, скорее всего, это невозможно в данный момент. А сидит за рулем такой негр в белых перчатках, с фуражкой, самый культурный афроамериканец Парижа. Как ты в одном предложении облажался и исправился, блядь. Сразу видно, в политику идет. Мой номер 245 значит, на телогреечке, печать. Так и что дальше произошло-то? И он, скорее всего, в какой-то момент, как это делаешь, собственно, и ты, министр финансов нашей корпорации, Заснул? Заснул. И поехал домой. И поехал домой, да. И все, и на этом все закончилось. Видишь, и новость, она так и обрывается. Вот, то есть, как бы, ну, то есть никакого вывода даже здесь нет. Так более того, ты ж обрати внимание, текст начинается большими буквами, а заканчивается маленькими. Немножко текст по-дебильному написан. Эй, как идет, как летит. Как дела? Птичка моя сегодня черная такая, ворона. Ксюш, как ты так постарела быстро? Что такое?
В смысле? Это всё Ей всего нервы. 222 года. А выглядит на 213 максимум. Максимум. Так, это сюда. Так. Это я забираю. А что такое за... Это полбу получится. Это эксчейндж, что ли? По маркету зашла в Ну, рынок? конечно. Exchange это биткоин. Найк, что там по курсу, скажи просто. 13,54. Нормально, живем, работаем, отлично. А что, смотри, если на 12 100, скорее всего, вряд ли будет следующий выпуск Гагарин Шоу. Пользователи Reddit предпочли биткоин сексу. Что у тебя вечно то про секс, то проститутки, то кокаин, но что происходит вообще? Ты не можешь больше никуда крипту свою потратить. А никому сейчас больше ничего не интересно, Глеб. Это правда, это правда. Я поддерживаю. Чувак, я тебе рассказываю историю. Сейчас, подожди, Так. новости откину в сторонку. Значит, что было? Сижу давеча, значит, на балконе. Во-первых, я не планировал этим летом закончить ремонт. Сижу... Подожди, со своим балконом ты мне обещал давно. Ты сказал, там будет зона кальяна моя специально отведенная, потому что ты не я куришь. хотел слева сделать кабинет. Вот слева. Кабинет. Справа кальянная моя. Но я потом отменил эту идею с кабинетом слева. Потому что я ж нет-нет, как бы ночью, да и открою какой-нибудь сайт. А получается, в кабинет выходят детские окна. Все. Я сижу в кабинете у себя, смотрю, получается, порнуху на большом экране. И дети на маленьком. А дети, получается, смотрят в окно и думают, что это папа делает. Тогда, значит, справа открывается в начале кальянная и секретная дверь с кальянной в твой кабинет. А слева кальянная, и мои дети наблюдают, как ты пьяный пускаешь слюни на кальян, да? Смотри, все справа С происходит. 4 утра до 8 Смотри, утра. справа, ты поворачиваешь направо, там стоит вначале кальянная, все думают, все, это конечная точка. А в кальянной секретная дверь за стенкой, там твой кабинет. Мгм. Понимаешь? Да. Понимаешь? Понял. Теперь просто вы должны понимать, что у меня французский балкон, как бы маленький такой. И там кальянная, секретная дверь, и в ней кабинет. Ну, короче, сижу на балконе. 45 метров. Маленький балкончик. Сижу на балконе, значит, у меня телефон позволяет мне просматривать одновременно и биржу, и YouTube смотреть. И, короче говоря, смотрю видео и на просторах YouTube набредаю... Я, короче, залпом выпью, потому что что-то... Да, давай. И, значит, на просторах YouTube попадаю на такую интересную штуку. Я не помню, как зовут этого чувака. Но известно, да? Maelstrom или... Ну, короче, что такое. И, короче, значит, новая такая тема. Значит, ребята арендуют квартиру какую-то модную. Это происходит все, как я понимаю, в Москве. Они снимают квартиру в Москва-Сити. Туда приходят, значит, много всякого народу, там всякие там, ну, типа, там, селебрити и так далее. C-level тусуется. И они, короче, снимают вечеринку-стрим. Так мы такое же сделаем на 20-й выпуск. Чувак, ты не такое, не дай бог. Не, ну, давай. Я, конечно, немножечко припи***ханный, но не настолько. Как? Мелстрой. Мелстрой, точно. Это вот он, когда девушку об это стол он ударил, несколько да. раз, и там уже начал... Когда он девушку ударил, а когда у них Кент падает на пол, они его обсыкают. Ну ты же смотришь, Блядь. лайки идут, Ребята. подписки есть. Не, чувак, я просто послушаю. У меня двое дочерей, одной 10 лет, другой 5. Я думаю, я, конечно, как бы мало воспитания даю, потому что у меня дома, ну, как бы практически не бывает. Но думаю, не дай бог, они когда-нибудь, ну, вот просто по какой-то... Так понял, потом у этих девочек берут интервью и спрашивают, говорят, как ты туда попала? Она сидит такая застенчивая, голубоглазая, ну... Проститутка. Чувак, ну, блядь, как бы не было смешно, но опять... И вот она сидит и говорит, я не знаю, я думала, типа, ну, как бы, ну, мне говорили, что, типа, туда приходишь, и, как бы, там, потом, там, прилетает 12-15 тысяч подписчиков в инсту, я подумала, просто вечеринка, просто повеселиться. И тут, как бы, блядь, отматываем кадр назад, и она сидит уже обгашенная какими-то наркотиками, вообще дупля не отстреливает, что происходит. Вот, он ей говорит, и сейчас ты зайдешь в туалет, я тебя шлепну по шпе и сфоткаю тебя, значит, без трусов. Она говорит, ну, хорошо. И все это в режиме стрима, просто 1,5 часа, вот такой какой-то вакханалий, просто филиал ада на земле. И это считается сейчас, чувак, модно. Ну, у них там. А, как известно, оттуда докатывается сюда через несколько лет. Короче, закрываем границы сейчас. Да, по-любому.
Ты понимаешь, насколько страшно вообще? Давай тогда на 20-й выпуск устроим правильную вечеринку здесь. Это просто страшно. Правильную, со стримом. Как ты считаешь? Просто страшно. Спасибо, что ответил. Хороший ответ. Джон Макафи объявил, что вернул себе контроль в работе над криптопроектом Host. Он заявил: «Я вернулся к управлению разработкой Host. Моя вражда с менеджментом закончилась. Скоро мы выпустим частный стейблкоин, что знаменует новую эру в транзакциях криптовалютного бизнеса. Комиссия за транзакцию будет разделена между всеми держателями Ghost». Информация. Ghost – протокол децентрализованной анонимной криптовалюты. Глеб, когда ты читаешь новости, зритель и так ставит 1.75 на Ютубе. Максимально возможной оценки 1, понимаешь? Не, перемотка, понял? Быстрое ускорение. Сейчас, когда ты прочитал вот это и так быстро, как бы, и так, супер будет непонятно. Слушай, мы будем проводить потом анонимный опрос в студии. Кто понравился больше вам? Владимир, Глеб или тыква? Как в школе на День Святого Валентина? Какого? Какого хуя это было в нашем школьном... Да. В нашем детстве? Да. Когда всем валентинки доставалось... Доставалось. Доставалось. А тебе не доставалось. А кому-то не доставалось. Так что? Он объявил, что вернул. То есть он вернулся. То есть его вроде посадили, но он взял и вернулся. Вопрос, кто его садил? Как он вернулся? Вообще, есть ли Макафи на самом деле или нет? Давай мы создадим... Слушай, можно я тебя кое о чем Мы попрошу? создадим Можно свой я тебя- ресурс можно я тебя попрошу? и будем писать свои новости. Можно я попрошу? Можешь, пожалуйста, сейчас быстренько прочитать следующую новость, а я пойду быстренько ссыкану. Давай только так, чтобы никто не понял, что я иду писать. Пусть думает, что ты идешь какать. Да, тебе бумагу дам. Не, давай, сейчас, они же там потом... А тебе типа звонят. Смотри, они там на монтаже все переделают. Типа мне звонят. звонят. Я такой, давай, сейчас разыграем. Давай. Итак, следующая новость. Цифровой юань тестируется на автозаправках. Дописать. Так, чтобы никто не понял, что сэкономил. Они там на монтаже все переделают. Итак, следующая новость. Алло, да. Писать. Найк, заметь. Возьми Найк. Цифровой юань тестируется на автозаправках. Центральный банк Китая прибегнул к помощи граждан Шэньчжэня в использовании цифровой валюты в качестве платежей для заправки своих автомобилей. Сообщество в технологическом центре Китая Шэньчжэнь получило 1,5 миллиона, на минуточку, в цифровых юанях, которые распространились с помощью airdrop. В результате, что такое airdrop, люди знают, интересно. Вот тут будет написано что это такое, да? что Все, такое вот. airdrop. В результате вот так. чего 11 заправочных станций принимают цифровую валюту в качестве платежа. Я, кстати, видел видео первой оплаты цифровым юанем. Какой-то китаец на кассе расплатился через QR-код. Да, чтобы удобнее было сидеть. Удобно? Да. Класс. Отличительная особенность приложения с цифровым юанем состоит в время том, закончилось. что ему не нужно наличие сигнала для передачи. Не нужно наличие сигнала сети для передачи. Транзакция обрабатывается за несколько секунд. А как без сети? Блокчейн. А блокчейну не нужна сеть? А? Не нужна сеть? Интернет. Ну, у тебя, оно запомнило, сколько у тебя было. Ты отправляешь транзакцию. А если у меня там не было? Так, принимающая сторона проверяет, было оно у тебя или А как не она было. проверит без сети? Так у тебя нет сети, у них есть сеть. А что у меня нет, если у них есть? Потому что у тебя, закончились деньги на телефоне. Все. Wi-Fi закончился, у них подсоединенный на провод. Не, может быть. Вова такое, вернулся. в принципе. Чисто теоретически... Новость была так себе, я тебе хочу сказать. Да не, Найк охуенный ведущий. Класс. Я из туалета периодически, пока у меня журчала струя, доносились какие-то его слова. И прям микс такой был супер, конечно. Вова, я тебя приглашаю назад, пожалуйста. спасибо. Освобождаю твое место. Все, обнял. Найк, что там по курсу? 13. 13-0-0-13? 13-0-13.
13.013. Да, именно так. Хорошо. Переспроси, вдруг не На А месте. эфир? Это надо загуглить. 415? Ладно, еще можно. Россияне могут вернуть налоги за занятия спортом. Коммерсант сообщает. Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по налогу на доходы физических лиц. Такую инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Размер оздоровительного налогового вычета будет рассчитываться, исходя из фактически произведенных расходов. Сумма расходов должна не превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других сочетательных социальных вычетов по НДФЛ. На этой ноте, я считаю, можно сделать паузу и обдумать. Мы просим, значит, нам за неделю собрать новости финансов, самые топовые, которые произошли за неделю. Их нам дали, я сейчас скажу сколько, аж 5. И вот за неделю это одна из топ-5 новостей планеты, которая, в принципе, может заинтересовать людей. Я просто себе представляю, как начинается выпуск вечерних новостей на ТНТ в России. Да. Breaking news! Все такие... И сейчас с важным включением мы с Глебом только что с передовой. Ксения Собчак переспала с собакой. Россиянам могут вернуть налоги за занятия спортом. Дрочка запрещена. Ну, топ, конечно. Такой. Знаешь, как он составляет? Он, видимо, у него будильник без 5-6, когда мы начинаем съемки. Новости! Новости! Так, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C. Фух, успел. Блин, еще 1,5 минуты можно кофе попить. Да, надо, слушай, давай в следующий раз вот этого новостника удалим из зарплаты и будем сами новости искать. Это мы вынесем в анонс. Давайте этого новостника удалим из работы. Мы новости реально видим только сейчас. Да. Что это не подготовленный сценарий там. Это не подготовленный сценарий. Ну хорошо, давай. Это же у нас супер дикцией. Да, сказал. Да. Не получается у тебя. Да, не получается у тебя. Вот это. Не получается. Можно же в семью... Вот смотри, вот, например, у меня семья... 7 букв Ю, да, я знаю. И у меня, и у тебя семья алкоголиков. И получается, если бы мы жили в России, то мы бы не претендовали на налоговые льготы. Чего? Подожди, а если дети спортсмены? Ты вообще понял что-то в этой новости? Да. Ну, что ты понял? Для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по налогу на доходы физических лиц. Сколько ты должен отзаниматься, куда ты должен оплатить, что значит вычет, куда тебя будут вычитать. Я ж тебе и говорю, нужно просто показать трезвого родственника из семьи. Ну, у меня сын 1,5 года. Ну, ты, смотри, в налоговую приходишь в мясе именно, понял, такое тело. И сын такой, пап, куда мы идем? Такой, ну молчи, налоговую идем. Все, сын, спортсмен у меня. Смотри, какой. И в налоговой такие сразу, так, ваша фамилия? Ты такой, Ушаков. Все, значит, вычесть налоги на доходы физических лиц Ушаков. Так, сын, спортсмен. Все, галочка, 3,5 года. 1,5. Крестный. Давай, Глеб, давай по сценарию работать. Давай. Ты уже, утомил от себятина какая-то. Тогда давай сценариста закажем. В смысле, чтобы его шлепнули? На вот том сайте на прошлом выпуске 12 Да. биткоинов? Да. Очень большие За бабки. этот выпуск не платить новостнику. Я лучше не буду даже приходить на съемки, если Давай. такие бабки. Ripple Alpha объявил о партнерстве с UnionPay. 16 октября 2020 года азиатская криптовалюта Ripple Alpha заявила о выпуске нового продукта XLA Wallet. Главным преимуществом нового кошелька стало партнерство и интеграция платежного мерчанта для кредитных карт UnionPay. Кто не знает, ребята, UnionPay является одним из крупнейших эмитентов кредитных карт в Китае и Азии. Количество компаний, поддерживающих платежи UnionPay, превышает 2,4 миллиона. Круто. Больше, чем Visa и MasterCard, чувак.
Ничего себе, а мы о них не знаем. Больше, чем Visa и MasterCard. Слушайте, но на самом-то деле, вот давеча была новость о том, что PayPal открывает свои двери для криптовалют, и нет-нет, да и начнется торговля криптовалютами в системе PayPal, и плюс ко всему станет совершенно доступна оплата тех или иных товаров и услуг с помощью криптовалют, при этом мерчанты будут получать привычные им доллары на свои счета, вот. Но как-то совершенно пропустили такую прекрасную новость о том, что, может быть, и не такая известная, но все же есть команда, и она интегрировалась с кредитными картами UnionPay, ребята. 2,4 миллиона. Единственное, что им хочется сказать, конишуа. И хочется еще сказать, что эта информация звучала на правах рекламы. Нам заплатили деньги за то, что мы только что сказали. Это не по собственной воле. Это от желания детей есть. Ripple Alpha. Ripple Alpha. XLA. Вот здесь We можно proud of логотип. you. Вадим, вот здесь тут. можно логотип. Можешь залепить нас логотипы. Бля, мы не имеем права не прочитать эту новость, я отвечаю. Россиянка Я думаю, нужно. заняла 1,2 миллиона рублей и отдала их криптовалютным мошенникам. Как сообщает forclog.com, жительница Ульяновской области стала жертвой мошенников, которые требовали от нее денег, обещая заработок в криптовалюте. Требовали, обещая заработок. Требуя, обещая заработок. Или ты даешь деньги, или я не заработаю тебе 1000%, идиотка! Обязательно Так? было так орать? Ну, Посмотри, у человека поплыла вода из ушей. Ну, я извиняюсь, природа меня наделила таким голосом. Понятно, поэтому тебе микрофон не будем вешать в следующий раз. Объявление о прибыльном криптовалютном трейдинге пострадавшая увидела в интернете. За открытие личного кабинета на сайте торговой площадки она заплатила $250. Этой новости точно не было, Вадим? Нет, не было. Точно, это свежантин, да? Бля, не могу понять. Подожди, а где последняя? Кто-нибудь помнит, в каком городе последняя Кидалова была? Петропавловск-Камчатск? Да, это сегодня было. Магнитогорск какой-то, нет? Да в прошлом выпуске, соберись ты. Находясь в постоянном диалоге с жертвой, они требовали оплаты взносов за открытие криптокошелька и его наполнение, подоходного налога и страховки, якобы для выведения средств. Страховка для выведения средств с криптовалютного кошелька. Ну ты когда знаешь, алло, здравствуйте, вы знаете, вашего сына похитили. В общей сложности с июля по октябрь 2020 года она перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых. То есть она заплатила $250 за открытие кабинета на торговой площадке. Тебе звонили вот это когда-то и говорят, здравствуйте, вы там заходили случайно... 2 секундочки. Ладно, жительница Ульяновска. Ну, позволю себя перебить, потому Вот, что... твой друг стоит За очкариком? за очкариком. Но мудрый же парень. Мудрейший души Что парень. его отличает от жительницы Ульяновска? Что у него было больше денег. Как бы тебя не троллить после этого? Мне было бы обидно, честно говоря. О, закидали. Тыквами. Самое интересное, что кидают только в тебя, заметил? Ты настолько уже... Ваше здоровечко. Так сейчас мы... А давай. Капустыну отправил просто новой почтой. Возвращаю. Ребят, на самом деле, как бы это, это еда, если что. Так а мы ее вернули на место, все. Будешь едой играться, Мамка заругает. мамка заругает.
Ну что же, вот и подошли к концу самые актуальные новости мира криптовалют и финансов. С вами были бессменные ведущие Глеб Ушаков и Владимир Носов. Как ты запоминаешь эти два слова? Человек. Один человек, а столько делает. И, конечно же, как всегда, по старинке, как говорится, наша прекрасная рубрика «Подарок». Музыкальный. Спасибо. Аппаратура Ли. Взаимодействие на ноль, ряд теорий и проблем не позволят с алкоголем распрощаться насовсем. И на дне вижу страх, что все тянет за тоскою. Не хочу чужой багаж, что приносишь ты с собой, который раз уже не выходит у меня, не сохраняя пройти эту миссию. Не зря имя показ черты молодого бунтаря. Я проиграю, не попробовав еще раз тихоря. Бардак разгребаю до утра, и на вечер снова плохо и забита голова. Я растворюсь с дороги к черту номера. Потеряться бы надолго, но до этого сперва решай, что со мной делать быстро. Числа по граммам нынче можно продавать. Кусай, раз такого эгоиста без хитрости невозможно целовать. Ломай, буду тупо мазохистом. Словам не придирайся по утрам. Лишайся рядом здравого смысла. Потом придумаем с тобой пополам. Пополам. Если человек на монтаже не забухает, то выйдет на хеллоу.